Решила продолжить разбор интервью с физиком Кириллом Половниковым. Просто так становится очевидным, насколько легко человек, вооруженный формулами, перестает замечать реальность и начинает служить не истине, а собственной модели мира. В ядре места очень мало, но там сидят Очень протоны близко. и почему-то не вылетают. Вот, хотя должны отталкиваться друг от друга. Почему они не вылетают? Потому что их в ядре удерживает то самое сильное ядерное взаимодействие, третья сила из четырех, про которые мы сегодня говорили. Да, официальная версия звучит примерно так. В крошечном объеме, где царит чудовищное электростатическое отталкивание между положительно заряженными протонами, они все же сидят вместе, поскольку тут начинает работать сила сильного взаимодействия. То есть, по сути, нас просят поверить, что природа изобрела невидимую силу, которая чудесным образом отменяет законы электростатики только в одном конкретном месте. И при этом полностью невоспроизводима вне атомного мира. Так же, как гравитация полностью невоспроизводима вне их гигамира. То есть каждая из их фундаментальных сил работает только в своем конкретном заповеднике. Между микро и гигамирами реальность, где ничего подобного не наблюдается. Но это не проблема. Ведь если теория не совпадает с реальностью, тем хуже для реальности. То есть вся материя, все ядра стабильны ровно потому, что существует вот это сильное ядерное взаимодействие. То есть они объясняют стабильность материи тем, что придумали силу, без которой материя не могла бы быть стабильной. Замкнутая логика. Ядра не разваливаются, потому что есть сила, которую придумали, чтобы они не разваливались. В любой другой науке это называлось биологическим петухом, но в физике — фундаментальным взаимодействием. И четвертое взаимодействие называется слабое ядерное взаимодействие или просто слабое взаимодействие. Но тут уж точно не ждите никаких доказательств, мол, если не видно, так оно просто слишком слабое. Давайте посмотрим, что же это за самопридуманная сила и для каких оправданий ее выдумали. Слабое взаимодействие отвечает в том числе и за радиоактивные, за ядерные реакции, за реакции определенные ядерного радиоактивного распада. И одна из основных реакций, которая идет на Солнце, идет как раз под воздействием вот этого слабого взаимодействия. Потому что если бы этого взаимодействия не было, наше Солнце бы так долго не светилось. Быстренько там все взорвалось, и все, никакой Земли бы не было. Удобно, конечно. Берешь непроверяемое явление, придумываешь непроверяемую силу и объявляешь ее незаменимой. Это не аргумент, а подмена. Если явление непонятно, объяви, что его держит невидимая сила. Когда Солнце не огненный шар за 150 миллионов километров, а вполне близкий источник света, вся эта история со слабым взаимодействием превращается в треп. Там не из чего взрываться и некому распадаться. Никаких адских температур, никакого бета-распада, просто свечение среды, как плазменная лампа, только на уровне атмосферы. Так что фраза «без слабого взаимодействия Солнце бы взорвалось» звучит как «без гравитации у радуги отвалился бы хвост» или «без темной энергии не наступала бы ночь». А мы понимаем, как эти взаимодействия работают? То есть почему какие-то крошечные штучки, которые мы в микроскоп не видим? Но это два разных вопроса на самом деле. Как они работают, вопрос более простой. Потому что для того, чтобы описать, как они работают, можно написать формулу. А вот то, почему они притягиваются, вот это на самом деле уже такой более сложный, более фундаментальный вопрос. Потому что две заряженные частицы обмениваются друг с другом еще одной частицей. Эта частица называется фотон. Ты спрашиваешь, почему частицы притягиваются, а тебе отвечают, что они обмениваются фотонами, то есть вводят еще один невидимый объект без массы и без размера, и говорят, что он передает взаимодействие. Это не объяснение, а игра в многослойное «потому что». Реальная физика должна отвечать на вопрос, что происходит в реальности, а не сочинять про пересылку фотонов между точками, которые никто никогда не видел. Сначала вводят атомы, потом ядра, потом силы, потом частицы-переносчики, потом темную материю, и каждый слой прикрывает дыры предыдущего. Это не наука, а архитектура фантазий. И каждое новое поколение таких вот физиков опирается на фантазии предыдущих и надстраивает еще один этаж бреда. Никто ничего не проверяет, но все друг друга цитируют, чтобы здание не рухнуло от смеха. Но, если честно, мне не смешно. Моя позиция редкая, тяжелая, но правильная. Поколение студентов, которые ищут истину, получают философию в декорации формул. Представьте, если бы мы изучали реальные наблюдаемые явления, а не верили в взаимодействия, которых никто никогда не видел, мы бы уже давно узнали, как устроен мир. Но народ продолжает поклоняться выдуманным микро- и гигашарам.
То есть это в каком-то смысле обмен информацией? Ну, это не информация, а материальный объект. Прям реальная частица. Ну, она называется виртуальный фотон, например. Да? То есть летит один электрон, он испускает виртуальный фотон, второй электрон его принимает, и он понимает, что надо им от него оттолкнуться. И вот они вот так вот в разные стороны разлетаются. Виртуальный фотон — это не частица, а математическая затычка. Типа, если у тебя не сходится баланс, ты придумываешь временный рубль и записываешь, что он все исправил. Может ли свет двигаться с разной скоростью? Свет может двигаться только со скоростью света. Есть, конечно, особые условия поправки на среду, когда мы свет пускаем в какую-то среду, в воду, например, или в стекло. Там мы говорим, что свет замедляется, там скорость света меньше. В одном луче света есть несколько гармоник, они между собой складываются, и получается вот какой-то там в квантовой механике называется цуг. Вот. А каждая отдельная гармоника, она летит со скоростью света. Скорость света постоянна, но иногда не постоянна. А вообще пучок гармоник. А если квантово, то цуг. Скорость света постоянна — это утверждение из вакуумной теории, где никто никогда не проверял, что там двигается. Просто постулировали, что должна бы быть постоянной, иначе формулы Эйнштейна развалятся. Это все просто математическая игра, где слова «летит» и «скорость» звучат очень физично, но на самом деле просто чистая абстракция. Никакой фиксированной космической скорости света нет и быть не может, потому что никто не измерял движение через вакуум, а только через атмосферу и приборы, то есть через среду. Свет распространяется по законам оптики, а не по формулам Эйнштейна. Он может двигаться быстрее или медленнее в зависимости от плотности среды, влажности, давления. Хорошо, но если не свет, а если частицы, вот говорят, мы разгоняем частицы. Мы можем их разогнать же до разных скоростей, правильно я понимаю? До разных, но не до любых. Вот это важно. Потому что у природы есть такое ограничение скорости, вот, которое, в отличие от ограничений скорости на дороге, нарушить невозможно. Не то, что нет таких технических возможностей, а это прям физически невозможно. В природе даже на 1 километр в час нельзя превысить скорость света. На деле скорость света не рубеж природы, а граница модели. Как край игровой карты в симуляции. Ты не можешь идти дальше не потому, что там пропасть, а потому, что игра туда не нарисована. C — это параметр модели, а не физический закон. Никакого знака «стоп» в природе нет. Свет и вообще электромагнитные процессы могут распространяться быстрее или медленнее в зависимости от среды. То есть ограничение скорости природы — это не свойство мира, а страх теоретика перед собственным уравнением. Ну а что еще ожидать от физика, в мире которого пространство гнется, время тянется и частицы исчезают в виртуальные состояния? Придумал границы, чтобы не сбиться с уравнений, и теперь с важным видом сидит и вещает: природа не может иначе. Да природа вообще не в курсе, что она обязана подчиняться уравнениям Лоренца и Эйнштейна. Она не знает, что должна искривлять время или останавливаться на скорости света. Она просто делает свое, светится, колеблется, без всяких там преобразований и коэффициентов. Сколько лет эти недофизики лепили из формул религию, объявив постулаты священными и недоказуемыми. Вот бы убрать всю эту словесную мишуру куда подальше. Не из злобы, а просто из уважения к реальности. В заключение я хочу ответить на очень частые комментарии вроде: если ты отрицаешь официальную физику, то как твой телефон работает? Потому что телефон, как и камера, работает не на вере в Эйнштейна, а на проверенных эмпирических технологиях. Инженер при проектировании микросхем не подставляет в калькулятор искривление пространства. Камера работает, потому что реальность повторяема. Световое воздействие вызывает электрохимическую реакцию на сенсоре. Как ты это назовешь? Фотон, волна или взаимодействие поля роли не играет. Техника не доказывает все теории мира, она просто работает в своем диапазоне реальности, где наблюдения совпали с расчетами. Это не означает, что за пределами микросхем и линз все автоматически верно доказано. Она подтверждает, что на локальном уровне наши формулы сходятся с реальностью. Мы просто нашли язык, с помощью которого удобно описывать явления. Это еще не означает, что мы сразу поняли весь мир. Он работает даже когда формулы не сходятся. Это как сказать, что без придуманных нами объяснений не было бы и самой реальности. Вот где абсурд. Люди путают инструмент описания с самим явлением. Но я никого не уговариваю. Вообще все спокойно и без нажима. Абсурд говорит сам за себя. Мне не нужно никого переубеждать. Достаточно просто показать, насколько нелепо звучит то, в чем не привыкли сомневаться.